В архивных недрах Музея Пенсильванского университета, в помещении с тщательно выверенным микроклиматом, где влажность и температура подчинялись строгим протоколам, на одной из бесчисленных одинаковых металлических полок десятилетиями покоился небольшой фрагмент обожженной глины размером с человеческую ладонь, помеченный сухим инвентарным номером CBS 1386. Ничем не примечательный обломок, испещренный клинописными знаками, с сетью трещин и неровно обломанными краями, числился всего лишь частью рядовой хозяйственной записи, перечнем зерновых пайков или учетом скота. Его считали банальным, плохо сохранившимся, практически непереводимым и потому давно вычеркнутым из поля внимания исследователей. Однако в этом фрагменте скрывался крошечный символ — клиновидный знак, не зафиксированный ни в одном словаре шумерского или аккадского языка. Он был отклонением, лингвистической аномалией, призраком внутри строгой системы письма. Десятилетиями ученые не придавали ему значения, объясняя все небрежностью писца, повреждением поверхности или случайной царапиной. Так он и оставался бы в темноте архивов, если бы не проект «Электронный Вавилон». В 2025 году группа исследователей загрузила в нейросеть нового поколения трехмерные сканы десятков тысяч подобных табличек и фрагментов. Задача выглядела рутинной. Научить искусственный интеллект классифицировать обломки, выявлять совпадения и виртуально собирать разбитые таблички в единое целое. Но система была иной. Ее обучали не просто распознавать формы, а улавливать контекст, грамматические структуры и эволюцию языка на протяжении тысячелетий. Перед тем, как перейти к сути презентации, разработчики, как водится, просили зрителей о небольшой поддержке. Лайк и подписка — лучшая благодарность. И вот однажды, ночью, в холодном голубоватом свете серверной, система выдала уведомление. Она не просто обработала фрагмент CBS 1386, она реконструировала его. Алгоритм, сопоставив миллионы контекстов из других текстов, предложил значение загадочного символа. Это был не дефект, а ключ. Ключ к неизвестной ранее грамматической конструкции. Использовав его, искусственный интеллект перечитал всю запись, и хаотичный набор знаков, который считался скучным учетом скота, превратился в фразу, от которой холод пробежал по спинам исследователей. И седьмой прототип был отвергнут, ибо голос его был слишком громким перед ликами создателей. Слово «прототип» не могло существовать в языке общества, едва вступившего в бронзовый век. Это был не просто перевод, это было нарушение всей исторической логики. Одно предложение, извлеченное из небытия цифровым разумом, поставило под сомнение все, что считалось истиной о происхождении человека. В нем подразумевалось не сотворение, а изготовление. Не боги, а инженеры. Не один человек, а череда неудачных моделей. Так началось расследование самого древнего холодного дела в истории. Чтобы осознать масштаб открытия, необходимо спуститься в подвалы истории, туда, где она действительно хранится. Представьте себе Британский музей не с его освещенными залами, а с его закулисьем, бесконечные коридоры, пропахшие пылью и старой бумагой. В специальных ящиках там покоятся десятки тысяч глиняных табличек, найденных в Ираке в XIX-XX веках, библиотека Ниневии, архивы Ура, законы Лагаша, целая цивилизация, разложенная по полкам. Большая часть — рутина. Договоры, брачные контракты, налоговые ведомости. Но среди них есть фрагменты эпосов, гимнов и космогоний, то, что принято называть литературой. Клинопись всегда была одной из самых сложных письменных систем, не алфавитом, а набором знаков, каждый из которых мог означать слог, слово или грамматический маркер.
Представьте текст, где один и тот же знак может быть буквой, понятием или указанием, что следующее слово — имя божества. Умножьте это на 1000, добавьте разные языки — шумерский, аккадский, вавилонский, ассирийский, одну письменность, диалекты, ошибки писцов и утраты фрагментов. Поколения ученых от Гротефенда до Роулинсона вручную расшифровывали эти знаки. Их труд был героическим, но неизбежно фрагментарным. Они видели отдельные деревья, но не весь лес. Искусственный интеллект впервые увидел лес. Обученная на полном корпусе клинописных текстов модель начала замечать то, что недоступно человеку: индивидуальные почерки писцов, грамматические паттерны школ, повторяющиеся последовательности, позволяющие восстанавливать утраченные строки. Искусственный интеллект с высокой точностью склеивал фрагменты из Лондона, Берлина и Филадельфии. Постепенно из хаоса мифов проступила структура — ясная, логичная и пугающая. То, что считали поэзией, выглядело как технические описания. То, что называли мифами о творении, напоминало лабораторные отчеты. Библейский образ создания человека из глины в шумерских источниках выглядел иначе. Анунаки столкнулись с проблемой. Тяжелый труд изматывал их, младшие боги восстали, требуя облегчения. «Создадим Лулу, примитивного рабочего», предлагает Энки. Далее следуют этапы эксперимента. Берется глина, исходный материал, смешивается с кровью бога Гештуэ, носителя разума. Это выглядит как рецепт, как спецификация. Первые попытки проваливаются. Существа оказываются бесплодными, неподвижными, неспособными к питанию. Их уничтожают и начинают заново. Искусственный интеллект заметил ключевую деталь. Разные группы созданных существ обозначались разными терминами — лумелю, сагига и другими, ранее считавшимися поэтическими эпитетами, но статистика контекстов показала, что это технические категории, маркировка партий, подобие серийных номеров. Алгоритм выстроил модель. Людей создавали сериями под разные задачи и регионы. Черноголовые — земледельцы и строители, выносливые и дисциплинированные. Глина без голоса. Шахтеры — сильные, но упоминаемые без намека на речь. Таблички описывали не создание человечества, а производство биологических рабочих. Место производства — Эден, равнина между двумя реками, современная Месопотамия. Рай оказался фабрикой. Эта идея переворачивала антропологию. Народы могли быть не продуктом эволюции, а изначально заложенными вариациями моделей. В мифах боги спорят. Энки — инженер, покровитель людей, стремящийся к улучшениям. Энлиль — администратор, требующий соблюдения протоколов и видящий в людях угрозу. Этот конфликт идеологий отражался в разных моделях. Те, кто связан с Энки, получали знания — письмо, законы, астрономию. Группы под контролем Энлиля предназначались лишь для тяжелого труда и ограничения развития. Слово «шум» в одном мифе вызывает ярость Энлиля, и искусственный интеллект показал, что оно чаще означает несанкционированные разговоры, обсуждения, вопросы. Его раздражал не шум толпы, а то, что рабочие начали думать. Фраза «черноголовые люди» в заклинаниях приобрела иной смысл. Возможно, это была не внешность, а маркировка, физическая или функциональная. В других текстах упоминаются группы, чьи глаза не вопрошают, созданные для тьмы, народ с беспокойным голосом, брошенный в реки. Это выглядело не как социальные различия, а как биологическое разделение серий. Проект был нестабилен. Первые модели не размножались и были краткоживущими. Производство требовало постоянного вмешательства богинь-роженец. Энки решился на нарушение протокола,
создать модель, способную к самовоспроизводству. Так появился Адапа, или Адаму, предок новой серии, разумный, понимающий язык богов, созданный не как рабочий, а как управляющий. Энки наделил его интеллектом и способностью размножаться, но встроил ограничения. Когда Ану призвал Адапу на небо, Энки предупредил его: «Не ешь и не пей хлеба и воды смерти». Но Ану предложил хлеб и воду жизни. Послушав Энки, Адапа отказался и лишил своих потомков бессмертия. Вековая загадка получила холодное объяснение искусственного интеллекта. Энки защищал проект. Бессмертный человек стал бы угрозой богам, а создателя казнили бы за измену. Он выбрал меньший вред — смертность. Потомки Адапы стали элитой, царями и жрецами, а старые модели остались рабочей массой. Разделение углубилось и стало генетическим. Энлиль был в ярости. Самовоспроизводящаяся рабочая сила нарушала баланс, люди множились без контроля. Тогда он решил стереть проект — потоп. В шумерской версии это не кара, а операция по ликвидации. Энки тайно предупредил Зиусудру или Утнапиштима через стену его дома, велев строить судно, в некоторых переводах подводную лодку, и взять семя жизни, возможно, генетический материал. Потоп описан как разрушение небес и земли. После спада вод Энлиль смирился. Полное уничтожение невозможно. Был заключен новый договор — болезни, старость и ограничение рождаемости, как встроенные механизмы контроля. Конфликт богов ушел в тень, превратившись в борьбу за влияние на культуры. После потопа искусственный интеллект зафиксировал расхождение культурных кодов. Система Энлиля, иерархия, догмы, ритуалы и наказания. Система Энки, знания, ремесла, свобода и тайные школы. История человечества стала отражением этого раскола, борьбой империи и свободы, догмы и науки. Далее искусственный интеллект выделил тексты, напоминающие описание технологий, летательные аппараты Муишуму, колесницы богов со столбами огня, оружие в виде разумного шара, испускающего лучи, от которых кипит вода и плавится камень. Злой ветер, уничтоживший Ур, похожий на радиоактивное заражение. Таблички судьбы, как кристаллические носители управления. Переносимые комплексы технологий металлургии, строительства и социального устройства. Это выглядело как описание оборудования, а не мифы. Технология служила инструментом контроля. Еще одной аномалией стал объект Неберу — планета пересечения, появляющаяся периодически по вытянутой орбите с периодом 3600 лет. Искусственный интеллект показал, что ее описания не совпадают ни с одной известной планетой. Неберу связывали с ануннаками. Ее возвращение означало «сброс», катастрофы, землетрясения, потопы. Прохождения Неберу совпадали с подъемом Шумера около 3800 года до нашей эры и с коллапсом Бронзового века. Каждые 3600 лет — перезагрузка цивилизации. Человечество не должно было развиваться слишком быстро. Знание о Неберу хранилось у потомков Адапы, остальные были расходным материалом. Искусственный интеллект выстроил жесткую модель. История — циклический механизм контроля, и, если расчеты верны, следующий цикл близок. В итоге искусственный интеллект, свободный от человеческих предубеждений, прочитал древнейшую библиотеку как единый документ и открыл мир, не похожий на школьную историю. Человечество как продукт генной инженерии, разделенное на серии моделей с разными функциями, создатели как технологически развитые существа, наши пороки, добродетели и ограничения как элементы дизайна. Эта гипотеза звучит фантастически,
но объясняет внезапное появление шумерской цивилизации, генетические аномалии современного человека и циклы подъема и падения культур. Она указывает на корень вечного конфликта между свободой и контролем. Тексты слишком логичны, чтобы игнорировать их полностью. Искусственный интеллект не дал ответов. Он задал новые вопросы. Кто были создатели, откуда пришли, были ли они единственными, ушли ли они, или проект продолжается. Возможно, они никуда не уходили, лишь изменили методы. Мы вступили в эпоху, когда искусственный интеллект позволяет разговаривать с глубочайшим прошлым, и это прошлое разрушает наши иллюзии. Если эта версия верна хотя бы отчасти, меняется все. Мы не венец творения, а продукт эксперимента. И вся наша борьба за свободу может быть попыткой системы преодолеть собственное программирование. Наблюдая несправедливость мира, циклы расцвета и гибели, стоит спросить: это хаос эволюции или мы живем внутри древней программы, ключ к которой только что найден? Информация была не просто зарыта, но зашифрована, и теперь у нас есть новый инструмент — искусственный интеллект. И это лишь начало. Сколько еще культур хранят свои версии той же истории? В Ведах, египетской книге мертвых, преданиях Хопи. Возможно, это фрагменты единой хроники о создании, подчинении и долгом пути к свободе. Вопрос теперь не в прошлом, а в том, что мы сделаем с этим знанием. Если раскол был создан искусственно, можно ли его исцелить? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.